Приветствую, друзья! Станок ФУЗ-22 производился и выпускался на предприятии МФРАЦИРЯ в городе Орадя. Справедливо стоит отметить, что фрезер имел достойное качество изготовления, поэтому он выпускался в огромных количествах и был распространен не только в Румынии. Инструментальный универсальный станок ФУЗ-22 был предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя и торцевыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который при необходимости мог быть повернут под нужным углом. Станок применялся в инструментальных цехах, а также и в серийном производстве. Оснащение большим количеством специальных принадлежностей обеспечивало их успешное использование для выполнения деталей с очень сложной конфигурацией. Плита основания, которая составляет одновременно и резервуар для охлаждающей жидкости, станина и горизонтальный суппорт, были изготовлены из качественного чугуна и усилены ребрами жесткости. Направляющие скольжения являются прочными, хорошо отшлифованными, обеспечивая плавное движение без вибраций подвижных частей станка. Смазка направляющих осуществляется автоматически с помощью централизованной системы, а защита их соответствующими щитками устраняет возможность заедания. Кинематика машин обеспечивает выполнение широкого диапазона операций резания в оптимальных условиях. Маневрирование скоростей и подач и вообще маневрирование всей машины является легким благодаря используемым механизмам и их размещению, доступного для рабочего. Использование двигателя с тормозом в коробке передач и наличие быстрых подач в трех направлениях позволяет значительное сокращение подготовительного времени. Все перемещения по координатам осуществлялись при помощи довольно надежного соединения «Ласточкин хвост», а маховики оснащены точными лимбами. Вращающиеся элементы станка тщательно скрыты за металлическими коробами, обеспечивая максимальную безопасность оператора. Также, руководствуясь принципами обеспечения безопасности, вся электрика была размещена в металлическом шкафу на противоположной поверхности станка, вне рабочей зоны рабочего. Все подачи станка оснащены автоматическим и быстрым перемещением, а также регулируемыми упорами для автоматической остановки подачи. Также в комплекте со станком шли 3 вида дополнительной оснастки в зависимости от нужд заказчика. Стандарт, в котором все по минимуму, вспомогательная оснастка и специальная, в котором входила головка для скоростной фрезеровки, снабженная набором из 15 цанг, долбежная головка, наклоняемый стол, поворотный стол, делительная головка с устройствами, центрирующее устройство, противоопор от делительной головки, эксцентрическая головка, центр для центрирования, патрон диаметром 100 и патрон диаметром 160. Тиски 80-е, тиски 100-е, токарные приспособления, набор 4-размерных фрезерных оправок и ключей, набор 4-размерных переходных втулок, патрон с набором из 18 цанг, центрирующее устройство, снаряжение для оптического слежения за перемещениями в 3 направлениях и микроскоп для центрирования.
CVA Jig Molds and Tools из Хува, Англия. Это специализированный и универсальный станок номер 79 позиционировался как станок класса инструментального цеха и предназначался для точного фрезерования и штамповки. Рекламировался с начала 1930-х до начала 1950-х годов. Стол фрезерного станка высотой чуть более 205 см и компактной площадью всего 50 на 76 см имел 3 Т-образных продольных паза, приводимый в действие стандартно установленным трехфазным двигателем мощностью 0,75 лошадиных сил с фланцевым креплением. 4, позднее 5 скоростей вращения шпинделя приводились в движение клиновидным ремнем и работали в диапазоне от 325 до 2900 оборотов в минуту. Головка могла поворачиваться на 90 градусов в каждую сторону от вертикали под точным контролем маховика, установленного в задней части станка, и работала через червячно-колесную передачу. Шпиндель был оснащен как червячно-колесным приводом тонкой подачи, так и быстродействующей реечной пенолью с рычажным приводом. Шпиндель имел конус Морзе 3 и вращался в необычно длинной бронзовой втулке с параллельным отверстием, слегка сужающейся к наружу. Для регулировки зазора втулка обрабатывалась в продольном направлении с пазами и прорезями насквозь и таким образом регулировалась в своем коническом корпусе. Смазка осуществлялась с помощью специальной конструкции фитильной подачи, которая позволяла маслу проходить через подшипник и капать в контейнер. В верхней части шпинделя использовалась пара шариковых упорных дорожек Hoffman, снабженных винтовой регулировкой для устранения торцевой плавучести. Однако более поздние шпиндели были значительно модифицированы и оснащены регулируемыми коническими роликовыми подшипниками в нижней части и радиально-упорным шарикоподшипником в верхней части с резьбовыми манжетами для регулировки осевого преднатяга. Чтобы избежать натяжения ремня, шкив, как и на высококлассных токарных станках, работал на собственных подшипниках, одном шариковом и одном параллельном роликовом, и приводил шпиндель в движение через длинную шпонку. Для такого размера шпинделя головка была массивной, что обеспечивало очень прочную конструкцию и особую плавучесть хода. Судя по количеству сохранившейся как в Великобритании, так и за рубежом, модель 79 была популярной. Александр. Благодаря оригинальной, адаптируемой и универсальной конструкции станок Александр позволял решать множество задач механической обработки. А секрет успеха этого типа станков заключается в его способности устанавливать различные фрезерные головки – горизонтальные, стандартные вертикальные и прорезные – в сочетании с различными типами столов – простые, плосконаклонные и составные поворотные.
Перемещение фрезерной головки осуществлялось путем движения хобота вперед и назад. Для этого на боковой части колонны находился маховик, соединенный с внутри расположенным редуктором. А вот сменные столы крепились болтами к плоскому вертикальному столу с Т-образными пазами, оснащенному силовым продольным приводом и вертикальной подачей. Жонглируя выбором головок и столов и используя другие принадлежности, опытный техник редко терпел поражение в своих попытках изготовить самые сложные фрезерованные и просверленные компоненты. Сам Александр называл свой станок «мастер-инструментальщик», и это название как нельзя лучше подходило для описания станка и его возможностей. Как вертикальные, так и горизонтальные гнезда фрезерных головок имели конус Морза 4 и были снабжены адаптером, способным принимать пружинные цанги. Для английского рынка приводной двигатель представлял собой массивный односкоростной трехфазный агрегат мощностью 1,5 лошадиных сил и 1425 оборотов в минуту, установленный на регулируемом опорном кронштейне в задней части основной колонны. Крутящий момент от двигателя к редуктору шпинделя передавался через два клиновидных ремня. С односкоростным двигателем было доступно 6 скоростей горизонтального шпинделя в диапазоне от 120 до 1200 оборотов в минуту. К вертикальному столу был прикреплен либо простой стол, либо то, что производитель описал как угловой стол. Последний мог наклоняться по горизонтали на 30 градусов в любую сторону от нуля, по вертикали на 45 градусов в любую сторону от нуля, а также по вертикали к колонне машины и от нее на 30 градусов в любом направлении.
это станок, который был спроектированный и построенный в 1989 году лауреатом премии фонда Джо Мартина «Мастер года в области металлообработки» Аланом Ингерсолом. Этот прекрасный маленький фрезерный станок был одним из 7 существующих экземпляров. Поскольку Алану пришлось потратиться на изготовление шаблонов и изготовить фрезер именно таким, каким он хотел его видеть, он решил, что сможет окупить часть своего времени и затрат, сделав несколько экземпляров на продажу. Пример станка, который вы видите на экране, был личным станком Алана и носил серийный номер 017, последняя цифра которого 7 указывает на то, что он был изготовлен в последний раз. Созданный для выполнения мелких и сложных работ, он имеет встроенные циферблатные индикаторы, крышки с Т-образными пазами для стола и очень прочную, хорошо продуманную конструкцию. Станок изготовлен из комбинации обработанных прутков и отливок из местного литейного цеха, для которого Алан сам сделал деревянные шаблоны. Некоторые элементы, такие как крышка шкива, были ловко сделаны из отдельных деталей, спаянных вместе с серебряным припоем. Эта аккуратная работа иллюстрирует еще один аспект мастера Алана. По словам дарителя, Алан всегда предпочитал двигатели постоянного тока с переменной скоростью вращения двигателем постоянного тока. Поэтому, хотя фрезер и небольшой, он обладает большой мощностью, которая управляется блоком переменной скорости, собранным в домашних условиях из недорогого мостового выпрямителя и переменного трансформатора. В дополнение к приводу с переменной скоростью, фреза использует трехступенчатую клиноременную передачу, что позволяет использовать как очень высокие скорости для работы с крошечными фрезами, так и более медленные для летучей резки или использования больших концевых фрез или пазовых сверел. Сформированный в виде отливки с лебединой шеей, отсюда и соответствующее название Signet, основной корпус крепится болтами к чугунной опорной плите, на передней поверхности которой обработаны отверстия для установки вертикальной головки. Вертикальное перемещение головки осуществляется с помощью стойки, которая управляется для обеспечения точной скорости подачи червячно-колесной передачей с рукояткой управления, выполненной в виде полного круга, расположенной на правой стороне колонны. Огромный по длине для маленького станка стол имеет 3 Т-образных паза, которые закрываются при использовании расположенных по центру тисков для предотвращения скопления стружки и приводится в движение маховиками, расположенными с обоих концов. Для блокировки ходов стола используются аккуратно расположенные рычаги с накатанной головкой, а для удобства использования поперечный суппорт вынесен вперед на удлиненной штанге. В то время как большинство небольших фрезерных станков имеют довольно короткую опору и столь же ограниченный ход, на Signet конструкция поперечного суппорта такова, что сзади его опорные крылья могут перемещаться мимо колонны для увеличения хода, а спереди винт подачи удерживается в продолжении опорной плиты, что дает некоторые движения перед тем, как стол коснется внутренней поверхности микрометрического циферблата хорошего размера. Также был изготовлен красивый деревянный блок для хранения цанг, фрезера и других инструментов. Он сохранился вместе со станком.